Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о толстянке, также известной как денежное дерево, и ее полезных и мистических свойствах. Но перед тем, как начать, я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Я очень хочу достичь отметки в 20 тысяч подписчиков до конца лета, и ваша поддержка мне в этом очень поможет. Не забудьте также поставить лайк. Толстянка относится к семейству толстянковых и насчитывает до 350 видов, большая часть из которых растет в жарких тропических регионах Африки и Мадагаскара. Это декоративное растение, которое можно выращивать дома, и оно известно своими лечебными свойствами почти во всем мире. Кроме того, толстянка считается мистическим растением, которое привлекает деньги и богатство в дом. Однако не все знают, что цветение толстянки происходит довольно редко, и это делает ее еще более ценной для тех, кто верит в ее мистические свойства. Но помимо этого, толстянка также обладает лечебными свойствами, которые не уступают свойствам алоэ. Кроме того, живое дерево не требовательно к условиям содержания и может расти практически в любом месте. Живое дерево очень неприхотливо к условиям выращивания, поэтому оно может заменить привычные растения на подоконнике и при этом принести немалую пользу своими уникальными свойствами. В составе денежного дерева содержится большое количество полезных микроэлементов и летучих масел, которые позволяют использовать его лечебные свойства при ряде заболеваний. Наиболее часто лечебные свойства толстянки используют в качестве антибактериального и противовирусного препарата. Его сок применяют при заживлении ран, укусов насекомых и их обеззараживании. Также сок толстянки сокращает отек и устраняет зуд, помогает бороться с герпесом, натоптышами и мозолями. Он применяется для облегчения приступов варикоза, артрита, артроза, геморроя и подагры. Толстянку можно использовать при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. При натоптышах и мозолях также используют кашицу из листьев толстянки или целые листья. Во втором случае их промывают и осторожно удаляют внешнюю пленку, после чего листья привязывают к больному месту и закрепляют бинтом или целлофаном. При герпесе и укусах насекомых, особенно кровососущих, выдавливают сок из листьев толстянки и смазывают кожу несколько раз в день с равным интервалом, но не больше 5-6 раз. При геморрое сок толстянки смешивают с жидким вазелином до полного слияния. Пропитывают ватный тампон смесью и проводят тампонаж 2-3 раза в день. При варикозном расширении вен и растяжках готовят компресс из нашинкованных листьев толстянки, которые заливают спиртом и оставляют на 3-4 недели в темном месте. Толстянка также может помочь устранить боль при воспалениях нерва и воспалительных заболеваниях почек. Для этого залейте 5 листков растения стаканом кипятка и оставьте настаиваться на час. Настой принимают за 15 минут до еды трижды в день по столовой ложке. При язвах и заболеваниях двенадцатиперстной кишки рекомендуется употреблять настой из листьев толстянки. Для этого залейте 5 листков растения стаканом кипятка и оставьте настояться на час. Настой принимают за 15 минут до еды трижды в день по столовой ложке. Народные рецепты советуют съедать 1 или 2 листочка живого дерева, однако не стоит забывать, что употребление некоторых растений может вызвать негативные реакции в организме. Поэтому перед использованием толстянки в качестве лечебного средства необходимо проконсультироваться с врачом. Толстянку или живое дерево любят не только поклонники фэн-шуй, которые считают, что широкие листья способны поглощать неблагоприятную энергию дома, но и те, кто ценит ее лечебные свойства. Толстянка часто применяется в народной медицине наравне с алоэ и другими растениями. Выводы. Толстянка является ценным растением с лечебными свойствами, которые могут помочь при различных заболеваниях. Однако перед использованием толстянки в качестве лечебного средства необходимо проконсультироваться с врачом и не злоупотреблять ее употреблением. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и помогите мне достичь отметки в 20 тысяч подписчиков к концу лета. Не забудьте нажать на колокольчик и поставить лайк. Было приятно провести время вместе с вами на моем канале. До новых встреч!